Здравствуйте, друзья. Начинаем чат-рулетку. Ну да, вот я с Ташкента, я с Узбекистана. Раз М. время. Ну, солнышко светит у вас, все хорошо. Да, отлично вообще. У нас уже весна пришла. Вы как сегодня отдыхаете, получается? Вы же дома? А я постоянно отдыхаю. Я пенсионер. Книжки пишу, в кино снимаюсь, с семьей Ладно. время провожу. Вы актер и писатель. Ну вот, вас как зовут? Александр, Саша. Александр, меня зовут Максим. Мгм. Разно. Раньше, ну сколько лет назад, больше 10 лет назад я, знаете, чем занимался? Был вожатым. М. Классно. Вот. И там тоже был, не помню, честно сказать, я не могу сейчас вспомнить, как его звали, этого мужчину. У него тоже это актерское мастерство, все дела, короче, вот. И он, значит, набирал свою команду. Мгм. Только знаете, почему, Саша, я отказался как бы от общения? Он был, ну, не нашей этой ориентации, понимаете? М. Как вот так вот. Бывает. У каждого Вот. свои недостатки, как говорится в одном популярном В фильме. принципе, самое главное, как бы правильно, чтобы меня не трогали, и я их не трогаю. Это их жизнь. Мгм. Это так получилось у этого человека. Вот. Я понимаю, за счет чего говорите, да, мне тоже нравилось вот это вот там, они обучают именно как бы, как твоя речь должна быть именно поставлена грамотно. Танцы какие-то там, всякие кружки, чтобы именно ты был этим вот лидером. Вот он меня почему-то сразу выделил. Говорит, ты лидер. У меня еще Мгм. голос не такой, как сейчас у меня. Вот он. И говорит, у тебя голос именно вообще какой-то не такой. Это, говорит, это редко вообще услышать такой голос. Тебе нужно как-то его продвигать именно. У тебя, говорит, это есть какой-то вот плюс, короче, идет, понимаете? Ну да, Он, голосом можно зарабатывать сейчас. да, вот он как-то мне это объяснял, но получилось так, то, что, Саш, видите, я в другую сферу вообще ушел. Ну, Вот, вот я у понимаю, каждого за счет свой чего вы путь. говорите. Я рад, то, что вам нравится ваша деятельность. Это замечательно. Ой. У нас вон, смотрите, Саш, какая погода в Узбекистане, в Ташкенте. Ну, да, у нас тоже хорошая. У нас также вот травка зеленая круглый год. Вот, ну, и понятно, листьев еще нету, почки только вот набухают, и некоторые кусты начинают цвести уже. Так, все хорошо. Вот хорошо, что быстро все идет. Шеф, как дела? Отлично. Отлично, отлично, отлично. Hello. Hello, India. Where are you from? I'm from Russia. Russia. Oh, I love Malaysia. I am from Vietnam. Yes, Vietnam is well good. Oh yes, thank you, bro. How are you, man? All well good. So Индия. India. Отлично. I'm from Russia. My name is Marathi. Sasha Alexander. Oh, of course. Village name, village. Your village name. I am writer. Oh, Writer. I'm Yes. fan war. Big fan, big fan. I like writers. Bye-bye. Oh, bro. Oh, Uncle Ji. Nepal. Where are you from? Hello. I'm from Russia. Oh. Okay. You doing live stream? Stream, yes. Yeah. Are you a YouTuber? Yes, yeah, I am a YouTuber. Tell me your Okay, channel. tell me, we are Channel. My from channel Albatross Anapa. Китай. Hello. Нихао. Oh, can you speak Chinese? Привет. Разговариваете по-русски? I can speak Russian, but I'm М. Kazakh. I'm from Russia. Казах? Отлично. Yes, but I'm Chinese. Мгм. Very Chinese. Молодцы, ребята. Учитесь? No Russian. Не, English. we learning in China.
Yes, we are born in China and living there. М, Отлично. Great. Привет. I from Russia. Что говоришь? А? Алло. Да нормально, вот стримлю. Хорошо. А у тебя ночь, да? Не, Нет. Ты в машине едешь где-то? Сидишь просто? да, М. кудись. Так. А про що стримлите? Да просто так общаюсь с людьми. Хоть о чем могу О поговорить. чем? Вот мне сейчас главная интересно, у тема. вас сейчас что, ночь? А где? У меня? Да, ну у меня сейчас 9 часов 53 минуты. Утро, можно У сказать. меня 2 часа ночи. А что не спишь? Вот ищу людей, чтобы просто так пообщаться. Не, я думаю, может быть, таксуешь или в доставке А, работаешь. не. А доставка работает ночью уже, да? Ну, Мгм. хотите что-то заказать мне? Да, вот, может быть, когда-то будет такое, когда можно будет на расстоянии что-то генерировать, какие-то продукты. Я бы заказал какую-то сейчас бы пиццу какую-нибудь. Да не, пиццу не, я бы бомбу заказал. Ну, зачем? Да, зачем? Это очень часто заказывают. Здравствуйте. Здрасте. Как дела у вас? Чё? Второй Ого. человек попадается мне, который сидит ночью в машине. У вас 2 часа ночи сейчас? Ну да. М. Я спрашиваю молодого человека, говорю: "Вы, наверное, в доставке работаете?" Он говорит: "Нет, просто коротает время в общении". А вы? Почему ночь и вы в машине? Ну, я еду просто с базы, заехал за кофем, еду домой. Ясно. С работы едете? Да. Понятно. Как у вас делишки? Нормально. Я не работаю, отдыхаю. Ну, сегодня вечером пойду на учебу. С добрым утром! Здрасте. Встал, позавтракал, да? И решил пообщаться? Не, сначала встал, позавтракал, потом душ принял, потом тренировки сделал. И вот, Мгм. с тобой общаюсь. Хорошо, молодец. Спортом занимаешься? Я Да смотрю. нет, балериной. В смысле, ты балетом занимаешься? Как думаете? Ну, а почему бы нет? Очень пресс такой накачанный. Балет очень требует очень хорошей физической подготовки и постоянных тренировок, диеты. Там пирожные, там и разные конфеты нельзя есть. Угу. А вы сами что делаете? Ничего. Я бездельник. Серьезно? Добрый день. Привет. Здравствуйте, меня зовут Александр. Саша можно. Да, меня Илья, очень приятно. Очень приятно. Откуда вы? Город Анапа, Краснодарский край. О, говорят, красивый город, да? Море, все дела. Море красивое, город не очень. Ну, кому-то нравится, потому что если люди приезжают сюда на отдых, то значит нравится им. Я сам сюда раньше приезжал, потому что нравится. Сейчас меньше нравится, потому что, привык, наверное. Я был, когда был? 4 года назад в Сочи. Ну, сервиса нет, вот честно скажу, у вас там Мгм. в гостиницах до сих пор
союзовские понятия какие-то. Да, есть такое. Вот прихожу, ну, пятизвездочный, да, отели, я думал, ну, Мгм. за границей пятизвездочная, там комфорт. Ну, комфорт есть, ты заходишь, ну, в ресторан, как столовый там, пятизвездочный. Ну, деньги платят люди, корми нормально. Я не прав или нет? Да. Обслуживание у нас, сервис страдает. Это все отмечают. Поэтому даже Турция и то в этом очень продвинутая страна. У нас отстает очень. Вы правы, что у нас еще вот это вот советский менталитет сохраняется. Добрый день. Здравствуйте. Вы откуда? Анапа. Город Анапа. Город Анапа. Черноморское Россия. побережье, да. Россия. У нас, Нет такой кстати, страны. у нас, кстати, город-побратим в Греции, Лариса. Нету у нас сейчас с вами никаких городов-побратимов. Ну почему? И страны вашей такой нет. А если я... Вы ее потеряли с 2014 года. Мгм. Страны такой, как Россия, нет. Есть Раша позорная. Страна-оккупант с президентом, международно признанным преступником, судом Гага по самой тяжелой статье Это мне- похищения украинских детей. Это мне все известно, я знаю. Это вы еще думаете, что есть. Вот видите, сразу какая агрессия. Здрасте. Здравствуйте. Вот в Узбекистане люди всегда позитивные. Ну о чем нам плакать? Конечно, да. Я тоже сам его отключил. Так вот, здравствуйте. Вот в Израиле люди всегда куда-то едут, всегда заняты, всегда деньги зарабатывают. А Всегда русские заняты. только сидят и вот лясы точат и нифига не делают. Всегда заняты. Ну, деньги зарабатывают. Да, работа, ну, да. А вы что, где вы, что вы вообще? Я живу в Анапе. А Вот. Анапа? Анапа, город на Черноморском побережье, город-курорт. В основном здесь люди живут тем, что вот принимают гостей, которые приезжают отдыхать на море. Скажите мне, а Анапа это Россия, что ли? Анапа, Россия. Была Турцией когда-то. Да, еще лет 200 назад здесь турки жили. А 2500 лет назад жили греки древние. Греки. Да, вот недавно здесь у нас раскопки постоянно идут. Вот буквально в центре города опять раскопали городище. Ну вот. Это как у нас здесь в Иерусалиме, да? Всегда копают, находят. Да, постоянно. Где не копнешь, там какие-то древние черепки и черепа. Да. Греки. Греки, Они у да. нас в Израиле тоже были. Мгм. Да, где их только не было. Местом назвали Палестиной. Мгм. Территории. А, это греки назвали? Да. Интересно, не знал. Это еще 2000 лет назад, до появления ислама. Мгм. А сейчас вроде кричат Free Palestine. Непонятно. Да. Вы приехали, да? Да, я в Тель-Авиве живу, я Мгм. архитектор, я иду сейчас в офис, на работу, Мгм. Ну, работать. удачного вам дня. Я же говорю, работать ли едет человек. Здравствуйте. Здравствуйте, как ваше дело, дядя? Хорошо. Вы тоже работаете? Конечно. Вот Я на страны, Пекарне работаю. две страны, которые постоянно работают. Узбекистан и Израиль. А почему другой не получается? Не, почему получается? Я и с другими странами общаюсь. Здравствуйте, ребята. Как дела, дедушка Кампе? Хорошо, у дедушки дела всегда хорошо. О, хай. Круто. Здорово. Здравствуйте. Как ваши дела? Хорошо.
Откуда будешь? Анапа. Почему Россия пишет? Анапа это Россия. Анапа это Россия, и Анапу захватили, что ли? Почему вы выключились? Ну, вы как-то так на меня наехали. Не имею права. Чем занимаетесь? Сижу на работе и одновременно тут болтаю. Общаюсь. Ясно. Меня сейчас одна женщина с Греции, 2 раза на нее попадал. Ну, она сама русская. Вот. Но она как на меня напустилась сразу, что вы агрессоры, что вы такие сякие, вы там ничего не можете. Я ее 2 раза отключал по этой причине. Ну, потому что как-то сразу вот так вот набрасываться, даже слово вставить не дает. Вы знаете, что у нас есть только что, ну, это самое, недавно был мэр города Риги, столицы Риги, русский, да, Ушаков. И 2 очень, даже 3, ну, одна точно очень пророссийская и пропутинская партия в парламенте. Да, так что я не знаю, в чем еще можно, это самое, как еще может не проявляться интересы русскоязычных, да. И проблема в том, что это самое, что русского языка больше нету как государственного языка, или его не учат в школе, да, он не в школьных программах. Есть, конечно, ребята, дети, и родители, которые выбирают как иностранный язык русский, но он не обязательно. А в этом отношении проблема, поскольку я вам расскажу пример, или даже 2 примера. У меня была соседка, она жила тут в Латвии 70 лет, 70. Так. Совсем ребенком приехал с родителями и жила всю жизнь, ей уже под 80, я извиняюсь. Да, Секунду. пожалуйста, конечно. Я лузу. Алло. Реклама дурацкая. Одним словом, она знала по-латышски 2 слова. Хлеб и добрый день. А молоко и добрый вечер она уже не понимала. Да? Я говорю, соседка, ты прикалываешься, что значит за 70 лет 2 слова? Как это может быть, да? Знаете, если человек прожил 70 лет или вообще живет где-то в стране, или он турист, или он оккупант. Ну да, это кто-то сказал, президент же ваш сказал, да, по-моему, недавно? Или премьер-министр? Я не знаю, от кого это произошло, но это так. Это вот недавно эту фразу муссировали, да, что кто-то сказал, я даже не совсем помню, кто. Ну, я сегодня ехал по дороге мимо Пушкинского лицея, да, в Риге. Да, так что насчет школы есть, ну, не государственные школы, есть люди там. Есть украинские школы, есть белорусские школы. Единственная белорусская школа в мире вообще. В Беларуси нет белорусских школ. Чисто белорусская школа. Где сам преподавание на белорусском языке. А в Риге есть. Так что я не знаю. Я понимаю, что если живешь в стране, то нужно знать язык. Это естественно, да. Волей-неволей его выучишь. Я поехал в поездку, допустим, во Францию, и то я там взял этот разговорник, и по разговорнику мне даже самому интересно где-то что-то покупать, когда ты говоришь на языке той страны, куда приехал. Даже это самое, он же крутится вокруг этого. Конечно, да, это еще легче. Да. А люди, есть такие люди, мы их называем ждуны. Ждуны, да? Они ждут каких-то своих, да? Вот, которые придут, освободят, помогут. Это, наверное, люди вот возраста вашего и старше, а молодежь-то, наверное, уже вся влилась в жизнь. Нет, по-всякому нет. Молодые тоже ждут? Среди молодых тоже есть ждуны? Да. Ну, есть среди молодых, которые я вообще удивляюсь, есть такие, которые советские еще.
Я им спрашиваю, а в чем прелесть в этом, в советскости, да? Они начинают разговаривать, рассказывать мне там. Я говорю, молодой человек, тебя посадить в машину времени туда, в этот рай, на недельку там отослать, чтобы ты увидел, как в этом стихотворении было. А колбасу мы видим в бане между ног дяди Вани, да? Ну, примерно так. Там. Все вот эти прелести вы немножко хоть на недельку прочувствовали на своей коже, тогда мы, может быть, поменялось что-то в отношениях. Потому что, я не знаю, это от родителей, это как-то передается. И понимаете, когда он разваливался, этот Советский Союз, как-то я не помню ни одного, там, не знаю, Невзоров с каким-то, с рижским ОМОНом где-то в Москве что-то там за что-то там боролся, да. Я другого примера не знаю, все были рады, что Гродский Советский Союз наконец-то заживем. И зажила все республики, в том числе и Россия, да. Я думаю, как Россия живет сейчас, она не жила никогда так хорошо. Ну да, согласен. Сейчас, правда, уже все пошло назад. Сейчас все пошло... До войны, да. То есть мы пожили немножко так хорошо, и сейчас будет все хуже и хуже. Ну, я думаю, чисто экономически вы даже еще не чувствуете. Я вот, извиняюсь, я говорю с россиянами, я просто сопоставляю, просто они говорят, вот как вы там живете. Я говорю, может быть, даже это самое, ну, и по ценам, по жизни, по уровню. Ну, вы, наверное, настолько богатые, что у вас где-то это самое, все вот эти экономические санкции, там, мировые и европейские, это затрагивает больше нас, чем вас. Да? Так что я чувствую, кстати, я иду в магазин, цены кусаются. После ковида, я думал, будет какой-то подъем немножко экономический, но сейчас я чувствую опять что-то надвигается очень неприятно в экономическом отношении. Да? И работ поменьше, и денег поменьше, и дороже все остается. И все, поскольку мы все связаны в мире, все. Конечно, Китайцы, Россия, Америка, Европа. Никто не может существовать просто так. Вот. Мы отделимся так, может, Северная Корея может. И то не может. Есть какие у них там такие там районы, где там или какие-то там. Да, так что как-то так, там насчет русских. Я пою в мужском хоре. О, здорово. У меня двое ребят, ну, один Кирилл, один Денис. Ну, точно не латыши, чисто по имени, да, даже по фамилии. Ну, поскольку они со мной говорят на чисто латышском языке, я их воспринимаю как латышей. Да? Как они говорят дома, там, с родителями или с бабушкой, в какую церковь они идут или в храм. Это мне, во-первых, не интересует, во-вторых, там, ну, мне интересно, может быть, но это не мое дело, и, это лично. Да? А так, я латыши русского происхождения, так сказать. Да? Как-то так. Ну ладно. Вот это очень путается, да, этнос и принадлежность к нации. Ну да. Ну, у нас тоже же, вот даже в Советском Союзе, в России было очень много людей, допустим, тех же немцев, они среди нас жили, и они по происхождению были немцы, но они были обрусевшие, русские, только вот даже трудно было представить, что они немцы по корнями. Да. Ну, некоторые из них, конечно, и язык свой поддерживали. И в России было много колоний немецких. Вот одна из них, я там был, это под Волгоградом, Сарепта называется. Немецкая колония, сохранились дома. Но сейчас там такой этнографический как бы поселок, где немцы, да, они там одеваются в немецкую одежду, ну, вот просто туристов встречать. Вот. Ну, они поддерживают немецкий язык, какие-то традиции. Ну, вот так вот. Мне немножко
мне всегда это кажется немножко странновато. Да? У нас тоже есть такая диаспора довольно большая. Ну, сейчас, притом, это самая последняя волна отъезжавших была где-то в 2000-х годах, когда был там большой кризис. Да? И очень много уехало. Очень много латышей, я не знаю, там четвертая часть точно уехала. Да? Ну, моя дочь, например, одна живет в Риге, а вторая, старшая, живет и учится в Лондоне. Да? Но поскольку, понимаете, я ей спрашиваю, когда ты возвратишься? Она говорит, возвратюсь куда? Что значит домой? У молодых такое понятие, границ нет, ничего нет. Они смотрят, где лучше карьера, где лучше там жить, где лучше... Да. Им такие, вот у меня старика там, я пожил, немножко поработал в Германии, в Норвегии, но я всюду чужой, и они мне чужие. Да? Я чувствовал себя хорошо, и отношение было хорошее, но это чужие, это все чужое. Да? Вот мне хорошо дома. А дом где? Здесь, в Латвии. Здесь я чувствую дом. Хороший, нехороший, ну, дом. Да, согласен с вами. Ну ладно, давайте пожелаем друг другу всего доброго. Спасибо за хороший разговор. До свидания. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Всего доброго. Спасибо. Здравствуйте. Да, какой урок? Сейчас я с вами буду проводить урок литературы. Итак, друзья мои, приготовьте свои конспекты, ручки, приготовьтесь записывать. Индия, привет. В магазине работаешь? Do you work in shop? Yes, bro. This shop. iPhone? Yes, bro. Where are you from, bro? I'm from Russia. Russia. Россия. Russia. And what, bro? Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Слава, например. Меня Саша. Очень приятно. Откуда будете? Анапа, город Анапа. Анапа. Это Черноморский Да, побережье. Черноморский курорт. Ну, курорт это, конечно, громко, так скажем. Да, точно. Курорт Ну, для россиян это курорт. Ну ладно, всего вам доброго. Удачного вам рабочего дня. Это не рабочий день, это повседневное военное дело. Этих резервистов. Поэтому. Вы военный? Не, я же говорю, я резервист. У нас нету... Армия у нас довольно-таки маленькая, а все полагается на резервистов. Ну, ясно. Ну, ладно, всего доброго вам. До свидания. Бай-бай. Привет. Здравствуйте. Только сейчас разговаривал с вашим соотечественником, с резервистом. И что он поведал такое? Да ничего, мы с ним разговаривали об особенностях израильского климата, о состоянии моря, пляжей и туристической инфраструктуры. Ну, а в конце уже немножко так вот. Он просто сидит, у него такая зеленая футболка. И, в общем, он сказал, что он резервист, и сейчас вот как раз вот по этому направлению что-то там занимается. А где он находился? Север, юг? А я не спросил, в каком он городе. Ну, климат, я вам скажу, прекрасный. Ну да, я знаю уже об этом. У нас, например, я живу на побережье, зимой как-то поднялся, у нас есть город такой Маалот, он выше в горах. Так я так почувствовал там, знаете, вот как вот перед снегом такое вот ощущение. Прохладу.
Где хочешь, там и живешь. Хочешь, снежок пойдет тебе иногда. Ну да. Хочешь, не пойдет. Но, по-моему, в 92-м году это было. Мы утром проснулись. Те, кто пили, думали, что это белка уже, наверное. Потому что снег лежал. Такой стабильный. Вечер начинался с дождя. Я высыпал, был дождь, проснулся, снег по колено. Но это редко бывает очень, да? Это было в Назарете. Да, это бывает редко. Не, ну смотрите, у нас есть гора Хермон. Вот, и там даже лыжный курорт есть. Правда, сейчас из-за войны он не работает. Ну Ну, да. правда, жену свою я не могу уговорить туда съездить. Она говорит, я за снегом не скучаю. Понятно. Вот. А вы откуда? Я в Анапе живу. Анапа у нас Ну, у вас тоже. курортный городок. Ну да, снега вот в этом году не было вообще. То есть зима бесснежная была. Ну, я сам. Как там жизнь в Анапе? Да нормально, в общем-то, хорошо. У нас же город курортный, поэтому вся жизнь летом. Так, ну ладно, всего вам доброго. Было интересно пообщаться. Всего вам доброго. Да, Привет, вам, Анапе. да, и вам тоже привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы какую-то лекцию ведете? Или что-то? Не, просто сам с собой говорю. Говорю, что я вот сейчас перед этим говорил с молодым человеком, Мгм. и когда с людьми на одной какой-то волне, это тоже не очень интересный разговор. А интересно, когда есть какой-то спор, какой-то такой конфликт. Ну, я вот в киношколе учился, ну, для себя так, чтобы сниматься в кино здесь у нас в Анапе иногда снимают. Мгм. Вот. Так вот, в диалоге важен именно конфликт, когда с человеком вот он говорит одно, а тот ему что-то вот как бы возражает. Мгм. Тогда получается интересно. И смотреть интересно, и участвовать в таком разговоре гораздо интереснее. Вы как, согласны с этим? Конечно. Очень здорово. Мгм. Вы в Польше давно живете? 2 месяца. И эмигрировали или на работу приехали просто? На работу. На работу? Хорошо. Что, есть в Польше работа? Да. Много. Ясно. А почему не куда-нибудь в Германию, во Францию? Я была во Франции, была в Германии. У меня там родители находятся. Здорово. Знаю немножко немецкий, но большинство знаю французский. Ух ты, классно. У меня дочка учит немецкий язык, и мы хотели ее в этом году отправить на языковые курсы в Германию. Ну, в Германию, может быть, в Австрию, Швейцарию, в общем, где говорят на немецком языке. Вот. Но возникла проблема. Чтобы ребенка отправить на учебу, там нужно открыть счет. А счет открыть из России невозможно. То есть замкнутый круг. Алло. Смотрите, Мгм. она может просто выехать, не нужно счет. Она может просто выехать, а потом уже там, в Германии, поступить в лицей. Нет, дело в том, что я понимаю, ей еще 16 лет только, и Ну и мы что? хотели ее просто отправить на 2 недели. Вот, но нужен счет, а сама она там открыть его не сможет, причем счет должен уже быть там. Ну, вот такие условия, что то ли родственников каких-то искать, чтобы они как-то открыли. А вообще счет же он должен открываться лично, по-моему, да? Ну да. Не, ну если хотите, там можно во Францию. В принципе, во Франции можно, я думаю, там тоже хорошо. Нет, сейчас в России трудно где-то открыть счет. Ей нужна немецкоговорящая среда. Она немецкий учит.
Вот. Но она, правда, еще английский учит, но мы сосредоточились на немецком. Вот. Английский менее интересен, чем немецкий. Ну, можно как-то найти через уроки какие-нибудь, через YouTube, например. Нет, ну это понятно. Она ходит здесь тоже к репетитору, немецкий изучает с репетитором. Женщина, она специально готовит. Вот все, отключилась девочка. Ладно. Спите. Bacon. Ay, bacon. Ам? What are you eating, man? A coffee? Чай, ти. Tea. Oh, Ти. what is this? Yes. Это пирожок. Пирожок. Кейк. Cake. Здравствуйте. Добрый день. Я с Израиля, а вы откуда? Я из Анапы, Россия. Никогда не был. Вообще. На юге России редко бывал. А где были? Ну, в основном, если ездил, то Питер. Ну, на юге был, там был один раз там Севастополь, Херсон, Одесса, что-то еще там. А так вот в Крыму, так и вообще почти никогда не был на Черноморском побережье. В Черном море в российском купался один раз в Одессе в 1984 году. Ну да. Ну как? Это было вообще мое первое знакомство с морем. Ну да, первое всегда оно запоминается. Да, мы приехали. Ну, у нас экскурсия такая была по югу. Там ездили. И в Одессе как раз был шторм. И отменили экскурсию на кораблике. А я жене говорю, я не могу, я должен искупаться в море. Шторм, не шторм, мне все равно. И попала вода в рот, и первый раз я ощутил, когда соленая вода попадает в рот. Такое необычное состояние. Да. Давно это было. Я просто сам жил на Дальнем Востоке, в Хабаровске, там у нас моря нет. Ну, японское есть, да, но как бы близко, 800 километров. Ну да. Я служил в Приморском крае, в Уссурийске. Уссурийске, от Уссурийска до Владивостока там. Ну да, недалеко. И в Хабаровске был, проездом. Ну вот я там полжизни прожил. Понятно. Почти полжизни. А в Израиле сколько уже? 26 лет. Солидно. Ну, как бы снаружи вроде кажется много, а внутри не очень. Ну да, время быстро летит. Я тоже вот в Анапу переехал, уже 10 лет живу. Хотя вроде бы вот всю жизнь жил в Забайкалье. А, в Забайкалье жили? Да, я жил в Забайкалье, в Чите. Омская область. Читинская, да? Читинская, да. Или Чита у нас называли. Не, ну там климат-то получше, да. Это не Сковородино, там, не Борзя, не Чернышевск. Ну, в Чите вообще повеселее жить, потому что все-таки областной краевой центр, вот, поэтому там жить можно. А вот где-то, конечно, жить в маленьком городке, типа там Борзи, Балея, даже Нерчинска того же, там тяжко. Нас пугали Борзей.
когда Мгм. в институте распределение было после института, Да-да-да-да-да-да. а я же дорожный институт заканчивал, и нас там раскидывали там по таким местам. Мгм. Чернышевск, Борзя, Сковородино, там. Ну, Да-да-да-да-да. Тында считалось у нас это вообще очень, очень хорошее распределение. Тында, ну, Тында это да, это же новый город, Бамовский. Ну да, Да, и он там как бы строился и по типу, ну, там современные были постройки, современные дома, вот, ну, там и заработки были, там северные, там да-да-да-да-да. всё такое. Был я в Тынде тоже проездом. Да. Мне не повезло. У нас там из 100 человек курс, там было 4 места в Тынду, там Мгм. 4 места в Хабаровск для блатных там, а остальные куда угодно. Люди выходили, брали карту 50-го масштаба, чтобы понять, куда их распределить. Да. Ну, Дальний Восток всё. У нас там, сами знаете, расстояние между городами там по 400 Ну да, километров. да-да. Там крупные города, вот, Хабаровск, Благовещенск, и Владивосток, вот Ну, самые. В Хабаровском крае 4 города: Хабаровск, Комсомольск, ну, Амурск рядом с ним, Мгм. Охотск, Биробиджан. 5 городов, всё. Да, Остальное. да-да, остальные все по мелочи. Ну, а А вот на территории Хабаровского края, как я помню, чё-то там, 3,5 Европы, ну, имеется в виду Мгм, Западная мгм. Западная Европа размещается. Да, такие расстояния, конечно, там У нас, масштабы. москвичи к нам приезжали, они не понимают, ну, там 90-е годы, там коммерция, там всякая эта фигня. И к нам приехали москвичи, там мы, ну, как все занимались там оптовой торговлей, там Мгм. всякой. Ну и продали там шоколад там по-быстрому там. И они к нам приехали, говорят: "Давайте мы вам дадим 10 вагонов шоколада на реализацию". Я говорю: "Вообще понимаете, чё вы сказали? Мгм. Не знаю, от Читы до Магадана проживает 5 миллионов человек на этой огромной территории. Да. Этот шоколад буду задницей кушать". Я говорю: "Вы о чём?" Люди не понимают, как бы, какие расстояния и какую плотность населения там минимальная вообще. Да. Ну, вот в Забайкальском крае, щас Забайкальский край называется, раньше Читинская область. Там 1 000 000 населения всего. Сейчас даже меньше, потому что население уменьшается. Вот, Я говорю, вот на это огромную территорию. от Читы до Магадана Мгм. 5 миллионов человек в советские времена проживало. Ну вот, да, согласен. Вот Хабаровск 800, ну, там 700 тысяч жителей, Владивосток Мгм, 800. мгм. Остальные города, ну, Комсомольск 400, по-моему. Ну, Чита 300 с чем-то была, 340, но сейчас меньше. В те времена. Причем считалось, что там очень много еще за счет военных. Там очень много Ну было да. воинских частей. Ну, там или зона, или Или военная зона, часть. да. Да-да, или воинские части. У нас такая же. Мгм. Зато щас вот тут не это вот, никуда не плюнь, везде люди. В Израиле, конечно, тут просто центр страны, это можно считать сплошной город. Всё, что вокруг Тель-Авива на 25 километров там на Мгм. юг и на север. У нас Очень есть плотно, города, да. где стоишь на перекрестке, у тебя вот 4 города, просто перекресток, дорога, там тротуары, да, и как бы ты стоишь и не понимаешь, в каком городе ты находишься. У тебя Мгм. 4 города состыковались на одном перекрестке. Да. Просто есть такие, ну, указатели, там, названия, улиц, да, и в каждом городе они там своего цвета, своей формы немножко отличаются. И вот ты понимаешь. Причем адреса одни и те же. Бывают такие цирки там, ну, город Тель-Авив, да, вокруг него там Рамат-Ган, Гиватаим, такие маленькие города, как бы там вообще нет границы между ними. И вот тебе дают адрес, а я занимаюсь там ремонтами, я много езжу, Мгм. и там дают адрес там, ну, там улица такая-то. Ну, думаю, Тель-Авив, набираю, значит, в поисковике, приезжаю, не то. Я говорю: алло, где вы? Мгм. А куда ты приехал? Я говорю: "Ну, Тель-Авив". Не, это Рамат-Ган, это другой город. Уже другой город, да.
То есть границ между городами, расстояния вообще нету практически. Вот Интересно, да. от меня до Тель-Авива 20 километров. Я, если буду ехать не по трассе, а через города, я проеду 4 города Мгм. на расстоянии 20 километров. Да, вообще невероятно. Ну, такая маленькая компактная страна очень. Мгм. Отсюда и проблем куча там тоже. Это и безопасность страны очень сложная. Все здесь. Ну, Все непросто. да. Везде непросто Всё. жить, да, понятно. Везде свои плюсы, свои минусы. Да, в любой стране, я говорю, нету черно-белых красок в мире. Да. Что там кто-то очень хороший, кто-то очень плохой. Нет. Все намешано. Вопрос приоритетов. Все верно. Что тебе важно. Но бывает, что ты не выбираешь, как бы. Я фаталист немножко. Есть вещи, которые ты не можешь изменить, и горевать по этому поводу смысла нет никакого. Надо это или принять, или, ну, если есть возможность там изменить, ну, уехать там, допустим, если тебе климат не подходит, или там Мгм. политическая система, или там тебе, не знаю, не нравится там что-то еще в стране. Ну, или смирись, или садись, уезжай. Мир открыт. Да. Ну ладно. Не, есть люди-революционеры, которые идут на баррикады, как бы, но я к ним не отношусь. Да, я тоже. Я за эволюцию. Все верно. Ну, всего Ну вам что, доброго. Удачного дня. спасибо вам тоже. Всего Спасибо за хорошего. приятную беседу. До свидания. Так. О! Вот, моя чат-рулетка на сегодня закончена. Было, в общем-то, интересно. В комментариях привет из города государственного преступника, а ведь и вправду стрёмно звучит слово «Раша». Ну, английский язык, он вот такой вот, да. То есть пишется это нормально, визуально, а вот читаются, сочетания букв превращают Россию в Рашу. Ну, что делать? И до свидания.